История берет свое начало в маленькой деревушке, где жизнь текла спокойно и размеренно. Здесь каждый знал каждого, и все события, будь то радостные или печальные, были важными для всего сообщества. Но однажды произошел ужасный случай, который разбил сердца жителей. У местной жительницы по имени Зинаида Петровна умерла 24-летняя дочь, Лиза. Она попала в автомобильную аварию в городе, где училась в университете. Смерть молодой и жизнерадостной девушки была непоправимым потерей для Зинаиды Петровны. Она каждый день просыпалась с болью в сердце и шагала к могиле дочери, чтобы выразить свою скорбь. Годы шли, но боль внутри Зинаиды Петровны не исчезала. Она не могла простить себе, что не смогла защитить свою дочь от несчастного случая. Отчаяние пронизывало ее каждую клеточку тела, а слезы стекали по ее щекам, оставляя за собой горькое ощущение. Однако в один день, когда Зинаида Петровна снова подошла к могиле дочери, что-то изменилось. Возле могилы сидел волк, который смотрел на свежую могилу. Зинаида Петровна испугалась, но не отпустила своей растерянности. Она внимательно рассмотрела животное и заметила, что оно выглядит молодым и здоровым. Волк смотрел на нее с глубокими и мудрыми глазами, словно пытаясь сказать ей что-то важное. Растерянная и с огромным любопытством, Зинаида Петровна начала расспрашивать жителей деревни о происхождении этого волка. И тогда она услышала историю, которая заставила ее сердце замигать от смешанных эмоций. Оказывается, 7 лет назад, когда Лиза была еще маленькой девочкой, она однажды отправилась на прогулку в лес. Там она обнаружила маленького волчонка, попавшего в капкан. Без сомнения, девочка решила спасти животное и освободить его из заточения. Лиза позаботилась о волчонке, пока тот не оправился и не стал снова свободным существом. Когда Зинаида Петровна услышала эту историю, ее сердце переполнилось гордостью и грустью одновременно. Гордость за дочь, которая даже в таком юном возрасте смогла проявить сострадание и спасти жизнь сущности, которая, по мнению многих, была опасной. Грусть за то, что Лиза не смогла увидеть, как ее маленький волчонок вырос в величественное животное и теперь сидит на могиле дочери. Зинаида Петровна расплакалась при виде волка, который был связан с одной из самых трогательных историй, связанных с Лизой. Она поняла, что этот волк пришел сюда, чтобы поделиться своей благодарностью и чтобы показать Зинаиде Петровне, что Лиза жива в ее сердце и в сердцах всех, кто ее любил. С того дня Зинаида Петровна больше не испытывала одиночества и отчаяния. Она стала приходить к могиле Лизы с новой надеждой и пониманием, что жизнь продолжается, даже после таких невосполнимых потерь. Волк стал ее спутником, символом веры и силы духа, который всегда напоминал ей о важности сострадания и любви к живым существам. История Зинаиды Петровны и волка стала легендой в деревне. Жители узнали о маленькой девочке, которая спасла волка, и о том, как он вернулся, чтобы принести утешение и надежду ее матери. Волк стал символом силы и бесконечной связи между прошлым и настоящим, между живыми и ушедшими. Так история берет свое начало в маленькой деревушке, где люди находят силу и надежду в их взаимных связях и сострадании друг к другу. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.